Всем привет, с вами Эдди, и сегодня мы поговорим о том, как понять, что вам лгут, о психологии лжи вообще и как обмануть, не выдав себя. Врать нехорошо. Но надо принять тот факт, что сколько бы ни злились моралисты, ложь всегда была и останется эффективным средством воздействия в общении. Я сделал этот ролик для того, чтобы вы перестали бояться лжи и поняли, какое огромное стратегическое преимущество дает вам знание о том, что вас пытаются обмануть. Для мозга обман как перелазить через стену, в которой есть дверь. Когда вы говорите правду, мозг выполняет две операции. Воссоздает образ и формулирует ответ. В момент, когда его заставляют соврать, ему приходится воссоздать этот образ, отредактировать его, сформулировать и, проконтролировав речь, соврать. Естественно, на это требуется больше напряжения, которое не все знают, как скрыть. К тому же еще сам конфликт внутри человека, сказать правду или солгать, как солгать, что будет, если меня раскроют, вызывает волну напряжения, которое невозможно просто взять и подавить. Это отразится на человеке, а о том, где и как, сейчас и поговорим. Смоделируем ситуацию. Вы покупаете товар под N названием у продавца, чья зарплата, скорее всего, зависит от процентов продаж. Как вы думаете, зачем ему вам врать? Я могу прикинуть пару причин, но при всем при этом вероятность, что он станет вам врать, равна 50%. Либо врет, либо нет. Чтобы что-то утверждать наверняка, нужно знать намного больше факторов. Но главное, мы знаем, с чего надо начать. Зачем этому человеку мне врать? Если вы можете предположить причины, переходим к следующему шагу. На самом деле, анализ поведения вещь достаточно, так сказать, системная, да? Все наши мыслительные процессы, все связаны с поведением. Поэтому, если мы закономерности знаем, то для нас определить достоверность той или иной информации – это, в общем-то, технический момент. Каждый человек обладает своим комплексом мимических выражений, поз, жестов и манеры речи, свойственных только ему. Эти реакции определяются анатомическими особенностями, но в большей степени копированы в детстве, вероятнее всего, с ближайших родственников или окружения. Их индивидуальность затрудняет приписывание какого-либо значения этой реакции, стало быть, уменьшает вероятность прогноза. Правда, чем больше ваш социальный опыт общения с разными людьми, тем больше ваш запас знаний особенностей человеческих реакций. Ваш опыт, откладываемый в подсознании, впоследствии всплывает в виде того, что мы называем интуицией. Частично, общаясь с новыми людьми, вы можете интуитивно понять, врет ли вам человек или нет. Но это не точно. Теперь я познакомлю вас с таким понятием, как неконгруентность. Неконгруентность. Это означает несоответствие невербальной и вербальной информации. Когда вы кого-то встречаете, и его невербалика, да? То есть поза, мимика, жесты, дыхание, моргание, глотание, голос не соответствует его вербалике, то есть его стенограмме, ваш мозг считывает это как неискренность, и мы это будем называть неконгруентность. Я очень радостный человек, я все время хохочу. Именинник, мать твою, а ну иди сюда, поздравлять тебя буду. А ну, думал, я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день. А ну, давай, попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник. Чтобы распознать такое несоответствие, надо знать значение поз, жестов и положения тела и их трактовки. Но надо также и учитывать условия конкретной ситуации. Например, в обычной ситуации жест ударом ладони по лицу значит разочарование вашей позицией. Но если вы где-нибудь на рыбалке, то вы просто отбиваетесь от комаров. Так что всегда держите в уме, что жесты не рассматривают без контекста. И первое, на что надо обратить внимание, это дистанция. Считается, что расстояние более 3,6 метров является общественным. Его удобно использовать при работе с группами людей. От 1,2 метров до 3,6 считается социальной зоной, комфортной для малознакомых людей. От 46 см до 1,2 метра – личная зона. На этой территории комфортно чувствуют себя друзья и близкие знакомые. Не нарушайте ее в общении с незнакомыми людьми. И менее 46 см – это интимная зона. К примеру, заявление «мы с тобой самые лучшие друзья» не будет искренним, если сказано на расстоянии вытянутой руки. Если же расстояние между партнерами будет составлять более 70 сантиметров, то ваши слова не возымеют эффекта, который вы хотите. Открытые ладони изображают честность и открытость, тогда как спрятанные за спиной сигнализируют о том, что человек что-то скрывает.
Вы на это не обращайте внимания. Это я ее 2 раза мою в день просто. Мою. Это все высадки через год. Обязательно. Потирание рук может означать ожидание выгоды. Причем тот же жест, выполненный медленным темпом, может означать неуверенность или даже ложь. Сцепленные ладони – жест негативный, признак отрицательного отношения, и чем они ближе к лицу, тем более неприятные ощущения испытывает партнер. Акцент на больших пальцах трактуется по-разному, но точно агрессивно при общении одного пола и завлекающий при общении разных полов. Самым явным знаком обмана или сокрытия информации служат все жесты прикосновения к лицу. Они довольно разнообразны, от потирания носа до легкого прикосновения к уху, но все происходит от подсознательной попытки прикрыть рот ладонью, чтобы проконтролировать речь. Скрещенные руки образуют барьер между говорящим и слушающим, что может говорить как о негативных эмоциях, так и об обмане. В любом случае это барьер. А сейчас вспомните, что первое вам бросается в глаза, когда вы заходите в свою комнату. Серьезно, попробуйте вспомнить. А теперь представьте себя в красивом женском платье. Представили? Так вот, в момент, когда вы обрабатывали мои вопросы, ваши глазные яблоки непроизвольно совершали движение вверх, сначала в левый, потом в правый угол. Любители нейролингвистической психологии сейчас подадутся вперед в кресле, ну а тем, кто не знает о чем, я поясню. Что, пытаетесь вспомнить, двигали ли глазами? И что, даже сейчас не сделали так? Ну ладно, поехали дальше. Согласно этой теории существует 6 типов мыслительных процессов, которые отражаются путем движения глаз в определенном направлении. Когда я вас просил вспомнить нечто в вашей комнате, вы совершали процесс воссоздания зрительного образа. Ему соответствует левый верхний угол. Когда я просил вас представить себя в женском платье, вы конструировали визуальный образ. Этому процессу соответствует верхний правый угол. Для простоты разделим сферы. Левая отвечает за воссоздание, правая за конструирование. Верхняя часть за зрительные образы, средняя за аудиальные образы, а нижний правый угол за тактильные ощущения и эмоции. Нижний левый за контроль речи. Машину давно водишь? С момента получения прав. Это сколько? С осени прошлого года. Круто, правда? Попробуйте поэкспериментировать над близкими, задавайте им разные вопросы, следите за движениями зрачков. Вопросы должны делиться на воссоздание или конструирование аудиальных или визуальных образов, а также попробуйте спровоцировать их соврать вам. Не забудьте выполнить следующие правила. Не говорите, в чем смысл эксперимента, и не давайте людям сжаться, сконцентрироваться, пусть они будут расслаблены. И добавлю от себя, что мои личные эксперименты над родными прошли с 95% соответствия этой теории. Разве что мой кот постоянно смотрел не туда, но он у меня чудной, так что это не считается. Тема, конечно, интересная, но давайте не отвлекаться. Нас интересует обман и типичный шаблон движений глазных яблок, который называют детектором лжи. Направление взгляда от зрительной конструкции к контролю речи. Во внутреннем опыте это соответствует такой последовательности. Сначала представить, сконструировать, как бы это могло быть, а потом только говорить то, что этому соответствует, ничего лишнего. Фрейд проделал большую работу и посвятил целую книгу такой обыденной вещи, как оговорки, опечатки, другие ошибки в речи, забывание слов, имен и так далее. Хочется верить, что Фрейд не зря придавал такое большое значение такому маленькому фактору. Он верил, что за малым исключением все оговорки имеют под собой четкое значение и причина их лежит за пределами сознательного. В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Трудно объяснить это вкратце, но я попробую. Из-за двух одновременно протекающих мыслительных процессов, сознательных или нет, бывает, что один проникает в другой. Можно понять, что человек, который говорит тост, не хочет здесь находиться, если скажет вместо «поднимем бокалы», «поднимем бараны». А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Если человек, начав заседание, по ошибке объявляет его закрытым. Вы же прекрасно понимаете, о ком человек думает или кого вспомнил, когда называет вас другим именем. Стоит задуматься также, если человек внезапно запнулся на каком-то слове или не может его вспомнить. Он меняет слова местами, даже если долго готовился что-то сказать. Я бы сказала так, не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Не надо упускать это из внимания, но и зацикливаться на этом не стоит. Даже заметив оговорку, часто только чудом можно угадать, что она значит.
И не поленитесь, посмотрите описание под роликом. Там я даю источники и привожу ссылки на статьи и названия книг. В них намного больше информации, куда более интересной, чем только распознавание лжи. Эти знания дадут вам возможность понять то, что вы раньше даже не замечали. Итак, подведем итоги. Чтобы понять, врет ли вам человек, нужно прикинуть, зачем стал бы он вам врать, а потом искать несоответствие его слов с позами и жестами, учитывая движение зрачков, а также запинки и оговорки в речи. И если было интересно, ставьте лайк и переходите в описание, скачивайте книги, скачивайте статьи, углубляйте свои знания, практикуйтесь в жизни, поиграйте с этой информацией, поэкспериментируйте. Я буду счастлив, если хотя бы разжег ваш интерес. И пожалуйста, будьте сами честны с другими, и еще с самим собой. И вырастите большими и не будете болеть. Подписывайтесь, если интересно. Всем добра!